Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео уделим внимание мусору, уделим внимание тому, какие нужно соблюдать советы, рекомендации, приметы. Также поговорим о определенных практиках, с помощью которых вы, вынося мусор, никогда в жизни не привлечете негатив, беды, проблемы касательно денег, касательно вашего состояния здоровья и так далее. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и постарайтесь принять меры в самое ближайшее время. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии пропишите следующую волшебную фразу, и Вселенная это обязательно приумножит в вашей жизни. И звучит она следующим образом: «Я благодарна за все богатство в моей жизни прямо сейчас. Я благодарна за богатство, которое внутри меня. Истинно да будет так». Друзья, не ленитесь, пожалуйста, прописывайте эти слова, они обязательно вам помогут в жизни. Вы знаете, каждый дом – это особенное место, и здесь очень важно следить за тем, чтобы в нем был и уют, и комфорт, присутствовало счастье и добро. Тогда и жизнь всех членов семьи будет складываться благоприятно. Энергетика становится более сильной день изо дня. Открываются новые возможности, самые сильные и нужные энергии будут приходить по вашему желанию. Для того, чтобы дом был таковым, стоит прикладывать немало усилий. Но получившийся результат однозначно будет только радовать вас, воодушевлять и делать так, чтобы улыбка с вашего лица не сходила. Вернувшись откуда-либо в свой дом, независимо от того, это был приятный отдых, посещение близких людей, прогулка по парку или же трудный рабочий день, возможно, неприятный поход в магазин или неблагоприятная поездка в транспорте, вы должны все равно ощущать спокойствие и понимать, что в нем лучше, даже если где-то было хорошо, или же то, что в нем вы способны укрыться от любых трудностей, проблем и ненужных эмоций. Дом должен вызывать только положительные эмоции, окутывать теплом, лаской. Это ощущение можно сравнить с тем, когда на улице идет дождь и холодно, а вам не нужно никуда идти, или же вы пришли раньше, чем рассчитывали, приняли горячий душ, закутались в теплое одеяло или же плед и включили любимую музыку, фильм, возможно, книгу, заварили чашку чая или же налили бокал вина. Каждый из вас, сейчас ощутив то, о чем я говорю, сможет понять, какое эмоциональное чувство я описываю. В таком доме живущая семья также будет счастлива. Между членами семьи всегда будет царить любовь, взаимопонимание, уважение. Они всегда будут готовы прийти на взаимопомощь друг другу и подставить плечо, когда это нужно, и порадоваться, когда у другого все получается. Даже больше, чем за самого себя. В такой семье не будет каждый сам за себя, а будут друг за друга. У людей, живущих в доме со светлой и сильной энергетикой, будут ладиться во всех сферах их жизни. Все, за что они будут браться, с легкостью будет получаться. Они смогут добиваться успеха во всех своих делах, воплощать идеи, желания в жизнь, а денежная энергия будет вокруг них приумножаться и открывать новые возможности, которые будут вызывать только радостные эмоции, приумножая все то, что уже имеется в таком доме и в такой семье, делая связь более крепкой. А вот в дом с плохой энергетикой, наоборот, не будет желания возвращаться. Его будет хотеться покинуть как можно быстрее, и когда люди, живущие в таком доме, будут куда-то уезжать, у них, наоборот, будет улучшаться настроение и общее самочувствие. В таком доме не будет возможности хорошо отдохнуть, так как постоянно что-то нехорошее будет одолевать со стороны. Могут быть кошмарные сны, нехватка воздуха, ощущение того, что рядом постоянно кто-то или что-то есть, и что это отбирает жизненные силы, сбивает с истинного пути. Биополе будет постоянно становиться слабее, и не будет энергетических сил противостоять злу, которое может прийти в жизнь живущих в таком доме со стороны недоброжелателей или же их собственных неправильных действий, которыми по незнанию можно притянуть как потоки негативных энергий, так
всякие злые сущности. А это уже будут, ко всему прочему, еще и неприятные ситуации создавать на каждом следующем жизненном шагу. А живущая в таком доме семья будет недружной. Между самыми родными людьми часто будут происходить ссоры, скандалы, недопонимания, которые будут перерастать в то, что люди начнут больше отдаляться друг от друга. У них не будет желания сохранять семью или же что-то делать для того, чтобы в их жизни все наладилось. Также проблемы будут сопровождать в разных сферах жизни. Дети будут плохо учиться, не смогут находить общий язык со своими сверстниками, будут без удовольствия ходить в школу. У старших членов семьи будут постоянные проблемы на работе, а с сотрудниками они не смогут быстро продвигаться по карьерной лестнице, а порой и вовсе подолгу будут сидеть на одном месте. Неудачи и неприятности будут спутниками. Плохое и подавленное настроение очень редко будут сменяться противоположным. Негативные события и эмоции станут привычным делом. Тот, кто на данном этапе находится без пары, не сможет ее найти, так как большинство людей будут на подсознательном уровне стараться избегать данного человека, считая, ведь человек с положительной энергией будет антиподом для человека с негативной энергией. Поэтому, чтобы все было хорошо, жизнь била прекрасным ключом, нужно содержать жилье в полном порядке, как энергетически, так и физически. Не разбрасывать вещи по дому, не использовать битую, поломанную, ржавую посуду, поломанные ножи и вилки. Вовремя менять скатерть, мыть зеркала, окна. Стараться как можно больше внимания уделять ванной комнате и туалету, чтобы не было плесени, потеков, ржавчины, сколов на плитке и так далее. А также следить за состоянием веника, чистотой вашей скатерти на кухне, постельного белья, штор, не допускать, чтобы опадали обои, штукатурка, не забывать внимание уделять потолку, входной двери, а также энергетически проводить чистки, наполнять дом различными оберегами, талисманами, которые будут помогать в этом. Не забывайте и задабривать домового и добрых духов, избавляться с их помощью от сущностей и зла, которые могут попадать в дом из-за недобрых мыслей, завистливых и злых людей. Постоянно нужно изучать что-то новое, вводить это в свой быт и использовать себе и своей семье во благо. Не стоит в доме ругаться, кричать, выяснять отношения. Это вообще способно притянуть накаляемый результат в любые отношения с людьми, независимо от того, это семья, друзья или даже просто знакомые. Соблюдая все эти правила, мы часто мало внимания уделяем мусору, так как считаем, что это не основное, и что если его вовремя выносить, то и переживать не о чем. Это, конечно, безусловно так, но о мусоре стоит знать и то, что это своеобразный символ вашего дома. Что если вы наполняете его продуктами, которые вовремя не съедаете, кусочками хлеба, то вместе с ним из дома и благополучие вынесете. Чтобы такого не происходило, все, что возможно есть, не должно попадать в мусорное ведро. Остатки еды нужно отдавать животным, так как таким вот простым решением данной проблемы вы доброе дело совершаете и то, что вам мешает, из дома выносите. Но старайтесь такого не делать, чтобы продукты в вашем доме не портились. Ведь это не только нерациональное их использование, но и проявление неуважения, которое может стоить вам достатка. Поэтому, если продукты испортились, проговорите про себя такие слова. Ошибку допустила, продукты сгноила, это больше не повторю, достаток сохраню, за данное действие прощения прошу. Так вы нейтрализуете негатив от возникшего события. Когда-то мусор и вовсе не выносили, все лишнее сжигали, так как в мусор попадают различные нитки, которыми вы что-то можете пришивать или зашивать. Волосы, которые вы вычесываете, они падают на пол и на ковер. Во время уборки вы их собираете и выбрасываете в него. Ногти, которые остриг кто-то из членов семьи, или же вы их остригли своему ребенку. Крошки, которые попадают на пол во время еды, ведь они знали, что если что-то из такого попадет в руки к злому человеку, он может на них наслать порчу, проклятие. Поэтому, чтобы такого избежать, они просто кардинально уничтожали мусор. Сейчас, конечно же, никто этого не делает и не сжигает мусор, но нужно правильно все-таки избавляться от мусора, чтобы не пришлось потом пожалеть о том, что не прислушивались вы к советам предкам. Ведь причиненные неудобства, негатив могут быть неисправимыми, или же пока вы будете с ними разбираться, вы лишитесь жизненных сил.
Ни в коем случае нельзя выносить мусор в ночное время суток и даже после захода солнца, так как все, что находится в вашем доме, связано с его энергетикой и членами семьи. Ведь что-то туда они положили, к чему-то из того, что туда попало, прикасались. Негатив, который притянется к этому мусору, переплетется с их энергиями и будет передаваться им и оказывать влияние на поступление энергии. Для хороших доступ будет перекрыт, а вот негативные будут притягиваться в большом и ненужном для вас количестве. Помните об этом. Кроме того, они переплетаются с энергиями и будут передавать им и оказывать влияние на поступление энергии. Для хороших энергий доступ будет перекрыт, а вот негативные будут притягиваться в большом и ненужном количестве. Если кто-то что-то достанет из вашего мусора, например, люди с тяжелой судьбой, которые могут в нем рыться, или же те, кто сделает это специально, чтобы навредить, они смогут у вас отобрать здоровье или то, чего им больше всего не хватает в жизни. А скорее всего это будет ваша стабильность и будет ваша успешность. Особенно могут пострадать от такого действия люди, которые могут позволить себе часто менять одежду по незнанию, выносящие все это на мусор, как бы с лучшими пожеланиями, что, возможно, кому-то когда-то пригодится, но это не будет так работать, так как связь их с этими вещами была не разорвана. Поэтому нужно ее изначально разрывать, а только затем выносить такие вещи на мусор, и ни в коем случае не в темное время дня. А вообще не стоит даже тем, кто может себе финансово это позволить, накупать столько вещей, чтобы потом не знать, куда их девать и разбрасываться ими. Ведь в таком случае со временем такой человек может остаться без денег. Ведь денежная энергия, ощущая, что этот человек не умеет рационально распоряжаться денежной энергией, уйдет, посчитав, что он ее недостоин. Наше отношение к мусору показывает напрямую отношение к дому. Если мы все делаем правильно, значит мы и уважаем свой дом, значит мы уважаем и значит стараемся сохранить его особенную энергетику и никоим образом ее не нарушить. Ведь если мы относимся к мусору с отвращением, не соблюдаем правила, не вносим его подолгу, если выставляем мусор в пакетах за дверь и на всеобщее обозрение и без страха, что кто-то из него может что-то взять, для того, чтобы энергетику жилья нарушить, значит и не стоит ожидать того, что дом будет окружен комфортом, помогать биополю восстанавливаться. Что еще хуже, это когда люди порой выбрасывают мусор из окон. Таким действием они привлекают в дом достаточно сильные разрушительные энергии, которые с помощью стекол, в которых отображается данное действие, приумножаются и тем самым за очень короткий промежуток времени разрушают все то, что есть в таком доме, и энергетика в нем становится настолько тяжелой, что, как мы уже и говорили, приведет к тому, что из него будет хотеться побыстрее выйти. Не должно ведро с мусором находиться возле крана или подмоечной раковины, особенно на кухне, так как вода будет приумножать негатив, который в этом ведре находится, и энергия счастья перестанет из-за этого поступать в ваш дом. Груз же, наоборот, начнет его наполнять, из-за чего постоянно будет желание плакать. А у того, кто имеет самое слабое биополе, возникнет депрессия. Не должно оно находиться и по центру кухни, возле стола, так как такой опрометчивый поступок не только выглядит со стороны очень некрасиво, но и способен перекрыть важный энергетический канал, который отвечает за стабильность и достаток данного дома. Деньги, то и дело, будут покидать такой дом, и даже если те, кто в нем живут, будут подолгу и много работать, ситуацию это никак не изменит. Если выбрасывать мусор в воскресенье во второй половине дня, то из такого дома уйдет семейное счастье, придут недомолвки и измены. Нет ничего хорошего и в том, если ребенок будет играть на кухне, где стоит полное мусорное ведро, так как это разрушит его биополе и может сделать его даже пугливым, растерянным. Если вы будете выбрасывать в ведро мелочь, посчитав ее ненужной или же надорванную купюру, разорванную, даже самого маленького номинала,
криминала, знаете, деньги уйдут из такого дома. Выбрасывая мусор, косметику, вы лишитесь достатка. Обдумывайте перед тем, как что выбросить. Возможно ли с этим предметом, вещью или же продуктами что-то сделать? Если да, сделайте. Если категорическое нет, только после этого выбрасывайте. Это поможет вам уберечься от денежных проблем. Когда вы выбрасываете мусор, в пакет кидайте всегда щепоточку соли и при этом проговаривайте такие слова. Энергии всех членов семьи и жилья в целостности остаются, из дома не пропадают и проблемы никому не причиняют. Деньги также из него не утекают, только ненужные отходы покидают. Так вы разорвете связь мусора со всеми и всем, чтобы он не мог негативно влиять, передавая ненужной энергии с мусорного контейнера. Мусорное ведро также должно быть в чистоте, так как если оно не таковое, это очень плохо. И даже если вы вынесете мусор, оно все так же будет продолжать оказывать негативное воздействие на дом и семью, которая живет в нем, отбирая потоки сильных энергий, и денежная энергия не будет исключением. После каждого раза, когда вы выносите мусор, следите за тем, чтобы промыть ведро соляным раствором, а затем ополоснуть его под проточной водой. Если не получается по каким-то причинам делать это каждый день, делайте это хотя бы раз в 3 дня, чтобы негатив не скапливался. Мусор и жизнедеятельность людей неразрывны. Нужно научиться делать так, чтобы это стало просто обыденным делом, но ни в коем случае не оказывало ненужный вред, способный что-то отобрать или же, что еще хуже, разрушить. Следите за тем, что в него выбрасываете, и вы точно никогда не будете знать денежных проблем. И если они присутствуют, то стоит в первую очередь проанализировать, что уже находится в вашем мусорном ведре, что вы сделали не так и почему деньги, благополучие, к сожалению, покинули ваш дом. Обращайте внимание на эти советы и рекомендации, которыми мы сегодня, друзья, с вами поделились в этом видео. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующую волшебную фразу. Я, ваше полное имя, это обязательно. Я благодарна за все богатство в моей жизни прямо сейчас. Я благодарна за богатство, которое находится внутри меня. Истинно да будет так. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.